Всем привет, с вами NFT Stars. Начнем с небольшого объявления. 2 июня в 10:00 по времени UTC стартует новый эксклюзивный дроп на платформе NFT Stars. И в этот раз этот аукцион будет проходить с работой цифрового художника-сюрреалиста Артема Чебоха. Он создает поистине яркие и захватывающие работы. Их можно разглядывать часами. Но вот стоит ли это делать и стоит ли искать смысл в работах сюрреалиста, это еще большой вопрос. Сегодня в интервью Артем нам расскажет о своем творческом пути, будущих идеях и задумках, а также поделится с нами мнением о вообще диджитализации современного искусства и что он об этом думает. Артем, здравствуйте. Всем привет. Очень рада вас сегодня видеть. Взаимно. Скажите, пожалуйста, как вы вообще в целом относитесь к феномену NFT, который так стремительно захватывает рынок? Когда я вообще год назад впервые узнал об этом явлении, мне написал подписчик, мы как бы не знакомы, мне пришло сообщение от незнакомого человека с предложением влиться в это движение. Я, естественно, сразу отнекиваясь, отстранился от всего этого, потому что я вообще ничего не понимал в этом. Первый раз слышу об этом явлении. И, в общем-то, о мире вообще о криптомире тоже как-то поверхностно все очень знал. Вот. И сразу сказал, нет, это меня не интересует, я в этом полный ноль, спасибо. Вот. Но человек был настойчив, написал еще раз, я сказал, я подумаю. Вот. Прошло несколько дней, я перерыл весь интернет в поисках, что такое, в поисках информации об NFT, об крипте и вообще всем этом. И мне показалось это действительно чем-то интересным и перспективным именно для цифровых художников, кем я, собственно, являюсь, потому что именно от такого явления его и как раз и не хватало в мире в цифровом мире, в мире цифрового искусства. Вот. И я начал потихоньку вливаться, выкладывать какие-то работы на разные маркетплейсы. Что-то даже по первости, в первые дни у меня продалось, я такой, это что-то интересное, что-то новое, надо продолжать. Вот. И сразу же появилось очень много мусора на площадках, так скажем, потому что, открыв любой маркетплейс, можно увидеть, что там происходит. Вот. В принципе, год прошел, ситуация, может быть, и не сильно изменилась. Вот. Но я надеюсь, что со временем все-таки как-то все стабилизируется, устаканится, и действительно интересные работы будут у коллекционеров пользоваться интересным спросом. В таком духе. Как у вас удачно все сложилось, когда судьба так настойчиво стучится к вам в двери, конечно, да, это я их открывать. Не знаю, просто какой-то с небес что-то спустилось. Угу. А вообще, каковы ваши планы на будущее? Стоит ли в краткосрочной перспективе ожидать каких-то новых, необычных произведений от вас? Творчество – это дело такое, приходящее, уходящее, скажем, как вдохновение. У меня, допустим, работы рождаются спонтанно зачастую, идеи приходят тоже откуда угодно, все что угодно может вдохновить на ту или иную работу, какая-то идея может родиться из-за обстановки какой-то вокруг, из-за музыки, из-за звуков, запахов и так далее. Все это влияет так или иначе и приводит к генерации какой-то идеи интересной. Я всегда стараюсь что-то новое для себя открывать, изображать какие-то необычные для себя идеи, визуализировать. Вот. Я думаю, что можно ожидать, конечно. Сейчас у меня просто небольшой перерыв в творчестве, связанный с разными причинами. Сначала я музыку писал, потом другое наложилось. Вот. В ближайшее время, я думаю, я возобновлю все свое творчество и продолжу дальше вдохновлять, надеюсь, и радовать всех, кто следит за моим творчеством. Да, мы будем очень ждать и надеяться. А вот помимо каких-то таких вещественных
каких-то предметов, что вас вдохновляет? Кто вас вдохновляет? Или раньше вдохновлял? Ну, меня всегда вдохновляют люди, которые очень много работают. Ну, я конкретно о художниках говорю. Даже вот листая ленту там в соцсетях, смотришь, что вот этот человек постоянно выкладывает что-то новое, выкладывает. Это ремесленники, но ремесленники в хорошем смысле. То есть они трудятся, они постоянно что-то делают руками, что-то созидают. Вот. У меня очень часто бывают какие-то перерывы такие, кризисы идей, может быть. Вот иногда хочется чем-то другим заняться, потому что у меня еще есть хобби музыка. Я вот на музыку иногда переключаюсь. Там, по полгода просто не рисую практически ничего, занимаюсь только вот тем своим хобби. Вот. И хотелось бы, ну, от себя именно стабильности какой-то именно вот, в художественном плане, чтобы рисовать что-то вот новое. Но это не всегда получается, но я стараюсь. Мгм. А вот из кумиров художников, я думаю, такие есть. С кем бы вам хотелось встретиться? Неважно, жив этот человек или уже нет. Вот с кем? Ну, тут не раз отвечал на этот вопрос, вот, но сейчас, вот, готовясь к этому интервью, подумал, что, наверное, было бы интересно встретиться, ну, с одним из моих любимых художников, Сальвадор Дали, но встретить его там, в молодости, да, там, в 20-летнем возрасте, например, когда он вот только зарождалась его вот это вот, его феномен, и встретить его тоже 20-летним, чтобы вот как-то пообщаться, посмотреть, что вообще двигало человеком, чтобы вот превратиться в того самого Сальвадора Дали, которым он стал при жизни. Это было бы интересно, на мой взгляд. Конечно, очень интересно проследить весь путь художника именно от самого Ну, становления. весь путь мы, в принципе, можем, да, знать из там и автобиографии у него есть, и просто в всяких статьях и биографиях, даже статьи в Википедии можно. А вот именно в начале пути, вот как создавался этот человек, как его личность рождалась, это мне интересно было. То есть у него есть это в личных там описаниях, да, вот, мемуары там, и автобиографии, но лично вживую так пообщаться, это было бы здорово. Да, это совсем другое, конечно. А вот что для вас ближе все-таки, так называемая традишка или диджитал искусство? Конечно, цифровое, потому что уже, наверное, лет, не знаю, 8 я красками касался. У меня было много в жизни традишки, я учился все-таки на художника. Вот, и потом еще какое-то время занимался до того, как я полностью не перешел на диджитал. Вот. И сейчас у меня только диджитал сплошной. Мне как бы полностью удовлетворяет возможности цифрового искусства, чтобы реализовывать свои идеи, ну, визуализировать. Поэтому особо в традишке не нуждаюсь, и мне ближе диджитал. Мгм. А что бы вы посоветовали двум, наверное, таким большим категориям художников? Это те, кто до сих пор боятся и никак вот не могут сделать свои первые шаги в NFT, и тем, кто только начинает в NFT. Что-то и тем, что вы посоветовали? Тем, кто боится входить, я бы посоветовал и дальше бояться, потому что это как минное поле, ты можешь очень сильно разочароваться, входя в NFT-мир. Собственно, у меня тоже были какие-то разочарования, они, может быть, какие-то даже и остались. Вот. А тем, кто уже вошел, да, во второй выпуск, Ну да, которые только начинают. которые начинают, ну, быть внимательнее, смотреть, куда вы выкладываетесь, да, на какие маркетплейсы. Просто входя, ну, выкладывая на тот или иной маркетплейс, смотреть, какие там тренды, что люди вообще приобретают, зачем охотятся. Тут как бы от маркетплейса, наверное, многое зависит, как работает и как вообще все устроено на том или ином рынке. Ну да, и вообще, в принципе, быть в курсе событий, в центре событий, это очень важно для любого и начинающего. Да, конечно.
Просто даже читать новости в Твиттере, быть подписанным на какие-то мейнстримовые штуки, чтобы просто быть в курсе. Это важно. Мгм. А вот вообще, чье мнение о вашем творчестве для вас очень важно? Кому прислушиваетесь? Да, я к любому мнению прислушиваюсь, даже там, подписчиков понятно, а просто иногда находишь в интернете какую-то статью о себе, там, о своих работах, да, даже в комментариях просто говоришь, не я этих людей не знаю, не они меня не знают, просто почитать просто интересно бывает. Даже такое мнение. Ну, естественно, самым важным мнением будет именно от коллег, от каких-то там более маститых художников. Это всегда приятно послушать, даже и, там, отрицательную критику. Ты читаешь ее про себя, понимаешь, ага, вот здесь вот я не доглядел, да, вот это вот мое слабое место. Где-то что-то новое о себе можно узнать от таких вот мастеров, профессионалов. Ну да, взгляд со стороны тоже очень важен, нужен. Мгм. Его тоже нужно Да. принимать. Вот вы уже немножко затронули тему, как вам приходит замысел, идея для вашего творчества, что-то где-то запахи, звуки, что-то такое. А вот дальше как это все развивается? Может быть, немножко Это расскажете? никак не развивается дальше. Дальше какого-то скетча, эскиза, оно не уходит, а так и остается лежать, может быть, даже годами. У меня там целый склад таких вот папок с начатыми работами, которые ждут своего часа. Иногда я их открываю, пролистываю, там, просматриваю, где-то что-то, может быть, раз схватится, крючок зацепится за идею, которая когда-то ко мне пришла, и я начинаю ее дорабатывать. Вот. А так, да, это все спонтанно почти всегда. В 95% случаев, наверное, это всегда случайная какая-то идея, которая залетела в голову. Какие-то мысли вот сошлись, сцепились друг с другом, и вот родилась какая-то более глобальная идея. Наверное, вот в этом как раз-то и смысл, Это да, химия творчества. какая-то в голове, это сложно описать, но само приходит зачастую. Да, но это очень круто. Артем, сегодня узнали побольше про ваше творчество. Было очень-очень интересно с вами поболтать. Желаем вам большой удачи на нашем аукционе и вообще на всех ваших последующих аукционах, выставках ваших работ. Спасибо, что присоединились сегодня к нам. Спасибо Всего вам. доброго. До свидания.